Чикаго еще лето, но это ничего не значит. Это же Чикаго, и зима может наступить в любой день. В этом видео покажу, как связать уютный и очень удобный конверт для ребенка с анатомическим капюшоном. Это важно. Я видела, кто-то вяжет или покупает подобные конверты на выписку. В Америке единственное, что нужно через 2 дня после родов, это карсит. Без него ребенка не отдадут. Спустя время могу сказать, что это одна из самых полезных вещей для малыша, которая у меня была. Сейчас расскажу, как связать уютную штукенцию для твоего малыша. Вот такой образец я связала. Здесь видно, что я упражнялась с рисунком. Решала, как интереснее будет выстраивать этот узор, на сколько петель подниматься и в принципе остановилась вот на этом варианте. Также я тестировала, на каком расстоянии будут петли для пуговиц. Никогда и ни при каких обстоятельствах не пренебрегайте вязанием образца, потому что вы сразу сможете понять, где какие косяки вы допустили. Если вы не знаете, какой размер связать, вот мой совет. Когда я начинала вязать этот конверт, у меня еще не было коляски, но я уже определилась с моделью. Поэтому зашла на сайт производителя, посмотрела размер бассента, рассчитала размер своего будущего изделия по предоставленным размером коляски. Если вы не знаете, как рассчитать размер готового изделия, переходите по ссылке в одно из моих видео, где я подробно об этом рассказываю. Ссылка будет в описании под этим видео. Например, при вывязывании образца я поняла, что задуманная мной планка кажется слишком узкой, и я хочу ее увеличить. Вязать я буду вот из такой пряжи. Это турецкий премиум акрил. Еще я поняла, что если вязать в одну нить, изделие получится слишком тонким, несмотря на то, что к моменту, как я планирую применять это изделие, зима уже закончится. С апреля по июнь в Чикаго бывают очень холодные температурные перепады, бывают и летние дни достаточно холодные, поэтому вяжу все-таки в 2 нити. Вот такой огромный моток. Я нашла нить из середины и из основной части, чтобы использовать только один моток. Вязать я буду вот такими длинными спицами, размер 3 мм. Они оказались очень неудобными, и впоследствии я перешла на круговые спицы. Также мне понадобится счетчик рядов, хотя он мне не особо нужен, но для удобства я все равно буду его использовать. И 2 маркера. Все пластиковые маркеры на данный момент заняты, поэтому я сделала маркеры из контрастной пряжи. Набираю 65 петель. Набирайте петли любым удобным для вас способом. Я набираю так, размещаю концы нити между большим и указательным пальцами, захватываю нить с большого пальца, потом с указательного и делаю финальную петлю с большого. Петли набраны, вынимаю одну спицу, передвигаю счетчик на первый ряд и начинаю сразу вязать узор рис. Тут выпал просто какой-то клок пряжи, но вернемся к рисунку рис. Первую петлю снимаю, далее изнаночная, лицевая, изнаночная петля и так чередую петли до конца этого ряда. Я провязала все петли до конца ряда, и последнюю кромочную петлю я всегда буду провязывать лицевой, чтобы получался аккуратный край. Есть. Переворачиваю. Маркер перемещаю на второй ряд и вяжу узор рис, только уже в шахматном порядке. Первую петлю снимаю, я всегда ее буду снимать в начале каждого ряда. В предыдущем ряду была лицевая, ее следует провязать изнаночной, если изнанка, то, соответственно, лицевой. Это изнаночный ряд, и петли, соответственно, будут зеркальны. Я смотрю, как петли лежат в этом ряду. Думаю, принцип должен быть понятен. Таким способом я провяжу еще несколько рядов.
Я провязала 8 рядов, вот что получилось на этом этапе. В этом ряду я готова сделать отверстие для пуговицы, так как конверт будет застегиваться именно на них. Первую петлю снимаю и продолжаю вязать узор рис. Вторая, третья, четвертая. И после четвертой петли я провяжу отверстие для пуговицы. Но для начала делаю 2 накида. Просто перекручиваю нить, набрасываю ее на петлю и затягиваю. Вторую петлю формирую таким же способом. Получилось 2 дополнительные петли. Теперь необходимо 2 следующие петли убавить. Завожу спицу в отверстие петли, захватываю соседнюю петлю, вытягиваю. Это первая убавка. Перебрасываю эту петлю на рабочую спицу, снова завожу спицу в отверстие петли, захватываю соседнюю петлю и провязываю. Таким образом, мы с вами сделали убавки для отверстия под пуговицы. Далее я продолжаю вязать узор, но для проверки пересчитаю количество петель. Я убедилась, что все петли на месте и продолжаю вязать узор рис до места, где буду делать параллельные отверстия для пуговицы. Итак, я нахожусь в конце ряда. На спице не провязано 6 петель. В начале ряда я делала уменьшение после 4 петли, соответственно, сейчас убавки буду делать до 4 петли. Делаю 2 накида. Я просто перекрещиваю нить, набрасываю ее на спицу и затягиваю. Первая. Скрещиваю, набрасываю на спицу, подтягиваю. Вторая петля готова. Далее завожу спицу в отверстие петли, захватываю соседнюю петлю и протягиваю ее через петлю на спице. Первая убавка. Возвращаю эту петлю на рабочую спицу, снова завожу спицу в отверстие петли, захватываю соседнюю петлю и провязываю. Отверстие сделано. Далее вяжу по рисунку до конца ряда. И последнюю петлю провязываю лицевой. Не забываем об этом. Переворачиваю. Первую петлю снимаю, не провязывая. Далее вяжу рисунок рис и добираюсь до 2 накидов, которые я сделала в предыдущем ряду. Эти петли также необходимо вписать в рисунок рис. Поэтому я смотрю, какая петля была в предыдущем ряду и провязываю нужную. Здесь будет лицевая, далее изнаночная петля. И последующие петли я очень хорошо подтягиваю при провязывании, чтобы не было дополнительного провисания нити. Вот что получается на этом этапе. Я уже довязала до конца ряда и сейчас буду избавляться от накидов. Провязываю по рисунку, не забываю очень хорошо подтягивать петли. Вот что получилось. Провяжу еще пару рядов, и мы с вами встретимся в 12 ряду. Сейчас мне понадобится 2 маркера и счетчик рядов, потому что я начинаю провязывать основной рисунок изделия. Провязываю петли планки. После контрольного образца вы сможете решить, какая будет ваша планка. Я провязываю все петли планки и закрепляю первый маркер. Далее, до следующей планки я провяжу все петли изнаночными. Это будет первый ряд моего раппорта. Дохожу до планки, размещаю второй маркер и провязываю петли планки рисунком рис. Последнюю петлю провязываю лицевой. Переворачиваю изделие. На счетчике рядов устанавливаю цифру 2. Это будет второй ряд раппорта. Итак,
Планку я провяжу узором рис, а основные петли раппорта лицевыми. Так, чередуя эти ряды, я провяжу до 6-го ряда. Я добралась до 6-го лицевого ряда, в котором буду начинать формировать узор. Планку вы уже знаете, как вязать, я не буду на этом останавливаться. Итак, боковая планочка провязана, далее вяжу 2 лицевые петли, а 4-ю петлю снимаю со спицы и распускаю на 4 ряда вниз. Раз, два, три. 4-ю петлю снимаю со спицы и распускаю на 4 ряда вниз. Раз, два, три, 4. Не теряю петлю. Ввожу в нее правую спицу, далее снизу под всеми этими нитками продвигаю спицу, захватываю рабочую нить, вывожу снизу и набрасываю на нее сверху петлю на спице. Есть. Далее вяжу. Раз, два, три и делаю то же самое. Снимаю 4-ю петлю со спицы и распускаю петли вниз на 4 ряда. 2, 3, 4. Последнюю петлю набрасываю на правую спицу, спицу завожу сзади под всеми спущенными петлями, захватываю нить от клубка, протягиваю и при помощи левой спицы набрасываю на петлю. Таким образом я буду вязать до конца ряда. В конце ряда уже в принципе видно, как формируется узор. Теперь я провяжу вверх еще 5 рядов и в 6-м лицевом ряду буду снова формировать этот узор. 5 рядов лицевой глади провязаны, и мы готовы к магическим пузырькам. Я буду формировать следующий блок узора, но уже со смещением, чтобы мой узор был в шахматном порядке. Для этого провязываю 1 петлю лицевой, следующую петлю снимаю и спускаю петли на 4 ряда вниз. Раз, два, 3, 4. Подхватываю петлю, не нужно ее вытягивать, завожу спицу под всеми петлями, чтобы захватить рабочую нить, вытягиваю ее, накидываю на нее нить со спицы. Далее вяжу 3 лицевые петли. Раз, два, 3. И 4-ю петлю снимаю и распускаю вниз на 4 ряда. Есть. Завожу, захватываю рабочую нить позади поперечных петель и набрасываю. Таким образом вяжу до конца ряда. Смотрите, уже видно, какой интересный рисунок получается. Согласитесь, это супер просто и быстро. Теперь я буду повторять свой раппорт с 1 по 12 ряд столько рядов, сколько мне будет необходимо для этого изделия. В изнаночных рядах я вяжу изнаночными петлями, в лицевых лицевыми петлями. Все просто, не запутаться. То есть я провязываю 5 рядов, в 6-м делаю рисунок. Далее снова 5 лицевых рядов и в 6-м делаю рисунок, но со смещением. То есть с отступом в пол раппорта, чтобы получались шашечки.
Я это вязание брала везде с собой, если была возможность, всегда доставала и вязала, чтобы не залипать в телефоне и не тратить время. Вот прогресс за 2 часа. Вообще вяжется, конечно, все очень быстро. Вот так незатейливо двигаюсь вверх и, конечно, не забывая делать отверстия под пуговицы. Точно так же, как я уже ранее показывала. Вот такое полотно получается. Все пуговицы, кроме верхних, я вязала на одном расстоянии друг от друга. Верхняя часть готова, и я буду приступать к спинке. Несмотря на то, что пряжа довольно мягкая, а узор мелкий, заднюю часть я провяжу лицевой гладью. Мне самой было бы неудобно спать на таком рельефном узоре, а моему малышу, думаю, будет также некомфортно. Поэтому лицевая гладь нам в помощь. Я провязала последний раппорт и далее всю основную часть до капюшона я вяжу лицевой гладью с рисовыми планками. На этом этапе я начинаю самое интересное – провязывать анатомически верный капюшон. Для капюшона я рассчитала основную область, провяжу для начала ее и далее буду формировать основной капюшон. Полотно я разделила на 3 части. Получилось 21, 23, 21 петля. Петли каждой из частей я перенесла на отдельные спицы. Сейчас я буду вязать петли центральной части пупырчатым рисунком, таким же, как и на лицевой части этого изделия. Я, кстати, долго думала, вязать ли этот узор на капюшоне или нет. В итоге решила сделать его, и он вообще ребенку не мешал. Итак, теперь вяжу прямыми и обратными рядами, делая узор в лицевых рядах. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Высота моего изделия готова. Как же я это рассчитала? Я взяла в интернете таблицу со средней арифметическим обхватом головы новорожденного ребенка и рассчитала на основе этого примерный капюшон. Пользовалась расчетом из моего видео, где я шила дождевик для своей собаки. Также можно посмотреть таблицу расчетов для шапок и капюшонов. Это все есть в интернете. Сейчас приступаю к формированию капюшона. Для этого необходимо собрать все боковые петли. Захватываю дужку боковой петли и сразу провязываю. Набираю петли до конца вот этого бокового торца. Дойдя до конца, разворачиваюсь и вяжу изнаночными петлями до следующего торца. Здесь необходимо точно таким же способом набрать все боковые петли. Набираю петли за заднюю дужку петли. Итак, все петли на спице. Теперь с каждым рядом я буду подхватывать оставшиеся петли, которые сейчас размещены на дополнительных спицах. Провязываю лицевой ряд в противоположную сторону. Тут я обнаружила, что по контуру набора появилась линия, потому что нужно было набирать петли за другую дужку петли. Я решила все распустить, заново набрать петли и провязываю все ряды. Итак, провязав петли, я дошла до левой боковой части, на которой находится часть петель. Довязав до конца ряда, провязываю одну петлю с дополнительных спиц. Переворачиваю и провязываю первые петли вместе. Таким образом делаю убавку в изнаночном ряду. Переношу петлю на основную спицу. И до конца все петли я провяжу изнаночными петлями. И буду делать такую же убавку в конце ряда. Я провязала один раппорт капюшона. У меня получился небольшой зазор. Я сделала в узоре на 2 петли выше, потому что не смогла спустить боковой рисунок впритык к набранным петлям. В этом нет ничего страшного, тем более, что в финальном варианте это придало капюшону дополнительную форму. С каждой из сторон остались дополнительные петли, которые я убавляю в каждом изнаночном ряду. Делаю следующее. Довязываю до последней петли с главных спиц. Захватываю одну петлю отсюда, переворачиваю, провязываю 2 петли вместе и вяжу в обратную сторону. С другой стороны также захватываю одну петлю, делаю убавку и вяжу обратно.
прямыми и обратными рядами буду вязать, пока не убавлю все петли на дополнительных спицах. Я не уменьшала количество петель, то есть в итоговом варианте на спицах должно остаться такое же количество петель, как и на основном полотне. Я провязала последний ряд узора и на изнаночной стороне сейчас закрою все петли. Далее, чтобы капюшон стал капюшоном, провяжу кулиску. Это поможет капюшону держать форму и при необходимости его можно будет подтянуть. Как закрыть петли? Первую снимаю, подтягиваю, вторую петлю провязываю лицевой и первую петлю накидываю на провязанную петлю. Провязываю следующую петлю лицевой, набрасываю на нее петлю с правой спицы, петли провязываю в изнаночном ряду лицевыми. Таким образом я закрою все петли. После того, как петли закрыты, капюшон уже приобрел свою форму и хорошо смотрится. Но я все-таки хочу сделать кулиску. Надо не забывать, что это капюшон для новорожденного и ничего не должно мешать и падать на лицо ребенка. Итак, я закрыла ряд и сейчас буду вывязывать кулиску вот из этого края. В лицевом ряду я буду набирать петли, подхватывая переднюю дужку петли. Вот за эту. Вторая дужка петли пригодится в конце. То есть я набираю петли, подхватывая вот эти дужки и буду вязать лицевой гладью, провязывая лицевые петли в лицевом ряду, а изнаночные петли в изнаночном ряду. Захватываю переднюю дужку петли и сразу же провязываю. Смотрим вот на эту косичку. Захватываю петлю за ближнюю ко мне дужку петли и сразу провязываю. Вот что получается. Думаю, принцип понятен и дальше объяснять не нужно. Таким способом я наберу все петли капюшона. Все петли набраны, переворачиваю изделие и вяжу ряд изнаночными петлями. Первую петлю снимаю и все провязываю изнаночными. Когда ряд провязан, переворачиваю и вяжу лицевой ряд. Таким способом я провяжу несколько рядов. В изнаночном изнаночными, в лицевом лицевыми. Мне очень нравится, как получился вот этот кантик. Он очень здорово отделил основной рисунок от кулиски. Я, пожалуй, провяжу еще 5-7, может быть 10 рядов. Полотно провязано, и чтобы сформировать кулиску, мне необходимо поднять петли, используя задние дужки закрытого ряда. Вот они, все эти петли, их очень хорошо видно. Беру дополнительные спицы такого же размера и при их помощи делаю набор. Петли набраны, складываю пополам и закрываю петли точно таким же способом, как показывала ранее. На этом моменте у меня вырубилась камера, но здесь ничего сложного, принцип точно такой же. В итоге вот такой капюшон получился. В кулиску я хотела вставить шнур и при необходимости подтягивать, но забегая вперед, скажу, что я не стала этого делать. Он и так прекрасно держал форму без дополнительной опоры. Я близка к финальной стадии, нужно убрать все нитки и пришить пуговицы. Я долго искала подходящие пуговицы, ходила сюда деревянные, но реально не нашла. Несколько раз выдвигалась в поход по нашим чикагским магазинам фурнитуры, которых объективно мало, и все походы были безуспешны. Покопавшись дома, нашла 2 набора вот таких пуговиц. Они хорошо подошли по размеру. Для пришивания использую иглу и нить такой же пряжи. Пришиваю пуговицы крест-накрест. Лишний хвостик сразу обрезаю. Потом я их надежно закреплю
Огромный плюс моего конверта – это анатомически верный капюшон для головы новорожденного ребенка, который я разработала сама под это изделие. Никаких швов и ничего, что мешало бы вашему малышу. Я вязала этот кокон для Бассенета и пользовалась им до тех пор, пока ребенок не переехал в другую коляску. Я вам вставлю короткое видео, как кокон размещался в коляске. Он идеально подошел по размеру и осталось даже немного места. Анатомически верный капюшон без швов – это очень удобно, и он полностью закрывает голову ребенка. Если бы я вязала такой вариант на зиму, то надставила его утеплителем и, соответственно, делала чуть шире, чтобы было комфортно. Я очень довольна этим изделием. Это, правда, одно из любимых изделий моего ребенка. Мой ребенок сразу же засыпал в этом коконе, и я спокойненько гуляла. Если у вас остались какие-то вопросы, дайте знать мне об этом в комментариях. Увидимся с вами в моем следующем видео. Пока!